Друзья, всем привет! Много лет назад я начал замечать, что подавляющее большинство мужчин при знакомстве придерживаются одного и того же, просто контрпродуктивного сценария, который повторяется из раза в раз. И, конечно же, ни к чему хорошему не ведет. Что это за сценарий? После знакомства, конечно же, идет первое свидание. А после него в 90% случаев мужчина получает отказ. Прямой или нет, здесь это не важно. Женщина, например, может просто не перезвонить, может по-тихому слиться, а может и прямо сказать, что ты меня не зацепил. А что происходит дальше? Мужчина начинает мыслить логически. Раз я не нравлюсь сам по себе, значит, к моему образу нужно что-то добавить. Он лезет в интернет и видит советы. Точно, на первое свидание нужно взять с собой цветы, подарок, потом повезти в ресторан или устроить крышеснос. Обязательно заехать на автомобиле, желательно статусном, премиальном автомобиле. Возьму у друга на вечер. То есть что он делает? Он начинает примерять на себя шаблон настоящего мужчины, в кавычках. Становится более удобным, более комфортным, более навязчивым. Потому что в тот момент он еще не понимает разницы между навязчивостью и настойчивостью. Он примеряет на себя шаблон завоевателя. Настоящий мужчина ведь завоевывает. Он берет женщину силой и увозит ее в свой замок. Даже если она сопротивляется, даже если она не хочет. А когда приходит время, он встает на колено и делает ей предложение стать его женой. А она при этом еще подумает. И действительно, поначалу женщина это оценит. Одно свидание превращается в несколько встреч или даже в некоторое подобие отношений. Но в один из дней ты услышишь одну из этих фраз. Ты хороший, но вместе мы быть не можем. Кому-то с тобой очень повезет. Дело не в тебе, дело во мне. Причина отказа кроется в неверном сценарии действий мужчины и общем неэффективным, соответственно, алгоритме его поведения. Всему виной страх. Страх отказа. Еще одного, очередного. Именно это ведет нас по неверному сценарию. Парадокс. Именно страх нас к этому отказу и приводит. Мужчина находится в постоянном стрессе. Страх зарождается уже на этапе переписки. Хотя мы эту девушку даже еще вживую ни разу и не видели. Страх одолевает и после самой встречи. А понравился ли я ей? А напишет ли еще? К каким последствиям все это ведет? Конечно же, к нарастающей неуверенности в том, что ты можешь понравиться сам по себе, такой, какой ты есть. Следовательно, ты ищешь некоторые надбавки, надстройки и атрибуты к своему образу, чтобы понравиться. Атрибуты настоящего мужчины. Ведь нас приучили, что именно настоящий мужчина нравится настоящей женщине. Тот, кто покоряет и завоевывает. Конечно же, все это в кавычках, если кто не понял. Мужчина просто скован страхом, что заденут его самооценку. А если девушка красивая, востребованная, то ее отказ роняет самооценку просто в разы. Именно по этой причине большое количество мужчин избегают контакта с красивыми женщинами, избегают свидания с ними, знакомства и довольствуются теми, чего отказа они в принципе не боятся, кто им не особо-то интересен. Что же нам нужно делать для того, чтобы избавиться от этого страха, страха отказа раз и навсегда? Для начала нам нужно понять, как же зарождается этот первичный интерес женщины. Как появляются эти первые эмоции и чувства в нашу сторону. Как появляется эта влюбленность. Это ведь биохимия. В этом процессе задействованы наши любимые гормончики. Дофамин, окситоцин и другие. И выработка этих гормонов
конечно же, не появляется просто так. Она обязательно зависит от влияния извне. Следовательно, организм дает уже некоторую реакцию на это влияние. В нашем же случае, при знакомстве с женщиной, это влияние оказываем мы, а именно последовательность наших действий в ее сторону. Следовательно, если ты не заинтересовал женщину, получил отказ, она не перезвонила, значит алгоритм твоего поведения и твоих действий был неверен. Вон оно как работает. Дело не в том, что ты какой-то не такой. Страх отказа приводит к этому. В том числе и к твоему неверному внутреннему состоянию. А ведь это тоже очень важно. Какие мифы мы знаем на этот счет? Мне отказывают, потому что я некрасивый. Потому что я скучный. Или мое любимое, потому что я не богатый. Такие комментарии встречаются почти под каждым моим роликом. Мол, когда будут деньги, все женщины будут твои. А так ли это? Мой многолетний опыт привел меня к такому пониманию, что здесь нет абсолютно никакой прямой взаимосвязи. Это факт. Есть куча примеров, подтверждающих это, в том числе и у меня на консультациях, когда обращались мужчины с реально высокой объективной значимостью, богатые, успешные. Но проблема-то одна и та же. Не везет с женщинами. Не могу создать крепкую семью. Взять тех же звезд, знаменитостей. Сколько разводов. Да, тот же процесс Джонни Деппа со своей женой. Или вот Артемий Лебедев недавно заявил, что разводится. Обладают ли все эти люди высокой объективной значимостью? Безусловно. Да, конечно, все эти качества нужно прорабатывать. Нужно стремиться к этому. Если что-то не так с твоей внешностью, если ты ей не удовлетворен, а если ты полный, ну иди ты в спортзал и приведи свою фигуру в порядок. Если ты не богат и для тебя это важно, ну займись делом, да, а не лежи на диване и смотри футбол. Да, объективная значимость дает свои плюсы. У тебя больше женского трафика. На тебя больше обращают внимание, проявляют инициативу. Но прямой корреляции, понравился ли ты девушке на свидании, ее нет. Важно лишь твое внутреннее состояние. Если в тебе присутствует страх, страх отказа, никакие деньги, никакая внешность тебе не поможет. Итак, как же нам уменьшить количество отказов и снизить их влияние на тебя в целом? Первое и самое основное. Нужно изменить свое восприятие. Во-первых, не нужно воспринимать отказ на свой счет. Ты не доллар, чтобы всем нравиться. Более того, в 50% случаев отказ может быть не связан с тобой вовсе. Очень много историй на консультациях, когда девушка после первого свидания начала отдаляться, сливаться. А потом выясняется, что за месяц до этого первого свидания произошло расставание с бывшим. И тут он объявился. А так как это он ее бросил, соответственно, у нее незавершенный гештальт. И она к нему возвращается. То есть, если бы мужчина принял этот отказ на свой счет, у него бы попросту понизилась самооценка. Понимаете, как важно эти моменты учитывать. Второе. Обязательно анализируй, на каком этапе ты допустил ошибку и провалил баланс значимости. На этапе переписки, какой-то момент на свидании. Ведь именно это позволит тебе наработать реальный опыт и вырваться из замкнутого круга неудач. Потому что, как это обычно бывает, мужчина игнорирует это и бегает по кругу, как белка в колесе. Третье. Отказ – это не неудача. Воспринимай ее как новую возможность для тебя. Новую возможность стать лучше, проработать свои ошибки. А ведь именно на ошибках мы учимся. Когда ты поменяешь восприятие отказа и избавишься от страха отказа, ты заметишь удивительные вещи и изменения. Твоя самооценка будет защищена.
Ведь у нас нет теперь цели понравиться женщине на свидание, завоевать ее, получить расположение. Теперь ты не зависишь от ее мнения. А раз не зависишь, значит не ищешь ее одобрения. А раз не ищешь одобрения, значит и отказа ты не боишься. Ты не боишься отступиться и сделать неверный шаг, потому что потом ты трансформируешь это в силу, опыт. Ты не ведешься на ложные, навязанные нам стереотипы и шаблоны настоящего мужчины или хорошего милого парня и прочие неверные модели поведения. И женщина это все почувствует на этапе переписки или на первой встрече. Она считает, что ты знакомишься с ней не с позиции просящего, заискивающего перед ней, понравлюсь ли я ей, а с позиции оценивающего, с позиции работодателя. И тут для тебя откроется удивительный мир. К тебе начнет приходить понимание, что не все девушки тебе в принципе подходят. И в тот же самый момент эти самые девушки начнут к тебе тянуться сами. Твое внутреннее состояние и отсутствие страха делает твое поведение органичным, настоящим и естественным. Благодаря этому твоя эффективность в знакомстве, в общении с любой женщиной возрастет кратно. Друзья, жду ваших историй в комментариях и скоро увидимся.